Hello, everyone, and welcome to О, это уже being brought to you by Pikmin. Claris. Woo! I am Shining Espion, and I will be providing commentary here today alongside Giselle. Hi, О, here, and они сидят как на диванчике, как на ГДК, даже This is a помещаются. super cool Раним speed игру, game. кстати, на немецком, это Pikmin is kind быстро. of like a real-time strategy / puzzle game. Или нет. Manage all these Pikmin to solve all these problems, do all these puzzles, and we're gonna break most of that. So Yep. It's gonna be really exciting. You good to go, Claris? Yeah. Yeah, we're good to go. So count us down. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, go. Woo! All right. So Yay, let's go! here we go. We starting off with day one, and I'm just И gonna рано начинаться, в общем-то. Что стоит знать вам о игре Pikmin? Давным-давно, в далекой-предалекой галактике, происходит такая ситуация, что вот наши космонавты, они, их, так сказать, раса испытывают потребности в пище, потому что планета опустошена, и надо что-то кушать, поэтому они отправились вот на планету, по-моему, Копай, чтобы поискать на ней ресурсы, поискать на ней сок. И в данном случае мы терпим крушение на этой планете, проходим первый день и встречаем таких странных существ, пикминов. Вот эти вот пацанчики с листиками на головах или там еще какими-то приколами. И мы их кидаем во все, а они все сметают, во что их кидаем. Вот. И просто вот первый день уже закончился. Да. Игра заставляет нас выживать, заставляет нас собирать ресурсы. И вот как обучение закончится, вот эта, кстати, штука луковица, это, так сказать, Pikmin хранилище. Вот тут не видно было, но раннер сразу использует свисток, чтобы спрятанного Пикмина достать. Четвертого, да. Он там прям в маленькой дырочке сидит. Вот. И тоже менеджмент их, как только они относят эти черепушки, чтобы построить мост, подгоняет, подталкивает, потом это самое призывает их к себе свитком, а потом сразу кидает. И это быстрее, да. И, в общем-то, в основном тут пока надо освоиться на этой планете, но дальше надо будет собирать ресурсы, собирать еду, флот. Ну, наверное, в any проценте, конечно, этим пренебрегут. Вот. I'm playing this on normal mode, which is the easiest difficulty. It's actually easier than the default difficulty on Wii. Тут играют на нормальной сложности. So enemies have half health compared to Wii U, and that's. В общем-то, они не очень сильно отличаются, но на этой сложности достаточно легко. Right there, just enemies having half health, which saves a ton of time on bosses. Yeah, it's gonna enable quick kills on like almost every boss. There's another significant difference that I think Giselle's going to highlight when we get to day 2. Yeah. When it actually pops up. Yeah, and also the Wii U version released in 2013, and this is Pikmin 3 Deluxe. Here is the Switch port, I guess, which released late last year. So the Switch port includes собираем, короче, вот эти вот большие кнопочки. Они позволяют увеличивать нам количество пикминов, если пикмин относит их вот эти луковицы. И можно вытаскивать их из грядки, как собираешь за вот эти листочки, вытягиваешь.
Тут у нас уже 20 пикменов, и тут сразу такая коробочка с цифрой 20. И мы как раз ее легко выталкиваем. Надеюсь, в этой части тоже будут стрёмные боссы. Боссы будут стрёмные, насколько не знаю, могу сказать. Тут типа, скорее, странные боссы. We have $5 from Miranda, who says, really looking forward to the Pikmin run. Good luck to Claris. I'd also like to shout out Kara for a decade of friendship and general awesomeness. Удачи, Claris. And we have $50 from the appropriately named Paper Mario fan, who says, this is where my love for the Paper Mario games began, and I would love to watch this run. Pikmin выкидываются. We also have a $20 donation from Mr. Small, who says, и мы получили корабль. И с этого вот уже начинается, так сказать, обучение заканчивается. Тут говорят, что класс провиант есть из сока. Сок, вот, куда ты мой сок делал, сок. Короче, наши космонавты пытаются. И надо собирать supply, по сути, по сюжету игры, так сказать. Если у нас не останется сока, то мы проиграли. Yeah. There are actually like 66 fruits total in the game. We only get 2 of them though. That's any % for you. And so day 2 here is one of the longest days in the run. Здесь уже надо найти следующего члена экипажа. Это Британия. As well. So there's just a lot of focus on multitasking. Like, да нет, наверное, немецкий не короче, кстати. Это просто родной язык, так сказать. Райнера. We need to build a bridge to get Alpha across, though. So, gonna work on those bridge pieces while also working on growing more Pikmin. We're gonna be growing a lot of Pikmin in this day, so that it's just like the more Pikmin you have, the faster you can get things done. Sometimes Pikmin get a little bit get ideas in their own heads about what they want to be doing, and you're gonna have to like reassign them. Very much so. So earlier we mentioned there was another big difference with normal mode in this game, and so раскидываем пикменов. Тут очень много мелких действий сразу. Надо и мост построить, и стены снести, и можно пособирать. Кстати, в яйцах находится сок, который наших пикменов бустит по скорости. И это очень быстро помогает там собрать вот эти черепки для мостика. Смотрите-ка, практически одним циклом просто мост уже собран-то почти. Вот это прикольно. Лаповая игра. Тут, кстати, враг сидит, но он спит. Я его всегда при прохождении разваливаю. Тут аккуратненько его по тактике заходит в спину и чпокает. И мы встречаем здесь клубничку. Это, собственно, тот самый провиант, который нужен для добычи сока, для пропитания. И вот в этом месте мы получаем следующих пикменов. Это каменные пикмены. Ну, в общем, надо получить этот вид пикменов для дальнейшего прохождения игры. Вот, соответственно, затянем в них животку в эту луковицу. Это не босс еще. И это еще не босс. Да. И на этом уровне, кстати, надо по сюжету получить другого члена команды в команду, чтобы им можно было тоже пользоваться. Это вот Британия.
И мы уже, как бы, нам надо уже закинуть Британию в специальную точку, и мы сразу же прислали к ней пикменов. Но мы не собираем никакую еду, мы просто вот тут вот рашим по уровню. А я так понимаю, наверное, в следующий день будет, насколько я правильно понял, вот эти вот ягоды для сока, они будут собраны в следующий день. То есть тут можно типа вернуться в другой день в это же место и уже продолжить тут добывать ресурсы. То есть пока такой небольшой сетап происходит, все штучки все открываются, все проходы, шорткатики, и фармится как можно больше ресурсов. И еще, чтобы кайфануть, надо, чтобы у нас было много пикменов, нам надо их еще сдать обратно в конец уровня. То есть вот в эти луковицы их надо обратно закидывать. Я не уверен, что это сейчас надо будет, но сейчас посмотрим, когда они будут делать. Что предпримет. Вот как видите, мы можем кидать Британию и переключаться на нее. То есть мы можем бросать членов команды как пикменов, и они тоже могут командовать оттуда уже. Таким образом, мы как бы пикмены не умеют там плавать, и некоторые места они могут вроде залезть, но управлять ими оттуда нельзя. Для этого нужен управляющий пикменами. И вот как раз мы вот этим и займемся. Так, ну похоже, вот, кстати, вверху есть счетчик времени. И он вот совсем в начальном своем положении. Поэтому мы переходим к первому босс-файту. Это какая-то каменная фигня, стеклянная, и надо ее загасить. Для начала мы ломаем ей броню каменными пикменами, а потом напрыгиваем красками. В принципе, тут достаточно, да, реально открыть один кусочек и The boss can run up all the way on the wall. It can hang Так. up on the wall and just stop moving, like all sorts of things to troll you. Да. So the fact that the mod app is tiny this time is a blessing. Yep. So now, we got 20 Pikmin on the phone to carry it back. That's the maximum possible. So it's gonna get back to the SS Drake as quickly as possible, as long as the finishing the bridge pieces is timed well with that as well. So there's a few moving parts. И теперь можно уже собирать всякие ресурсы. В общем-то, основная цель этого дня — это вот схватить Британии и сгасить босса. Another thing you'll see Claris doing that we've seen a couple times now is as soon as Pikmin are freed up from a task, like in this case, there were 2 sets of Pikmin bringing things back, and as soon as the first set brought back the blowhog, she took those Pikmin and threw them at the pellet, because getting a few extra Pikmin on the pellet made that move faster. Вот тут как раз есть вот эти желтые штучки, которые бафуют Pikminов. И день заканчивается. Where they're not safe, they're not either in a squad or at the ship, and in that case, you just end up leaving those Pikmin behind, and then they are never seen again. We have time for a donation or two right now. Awesome. Twitch chat, I am going to need И your вот help with эти... this one. Please spam as many hearts as you Видим can. такой небольшой We have катсцену, где $25 луковицы who says, I don't know if this will be объединяются, read, but if it does, I'd соединяются, appreciate it. I am сливаются. donating my first of probably many this GDQ. И теперь Please они put this могут, toward видимо, Pet the Dogs выдавать in honor of our dog Turboay, пикменов who двух we видов. just lost in a car accident we got in the И evening of луковицы SGDQ. путешествуют вместе Love с to all. космическим Please кораблем, love your в fur котором babies вот for us. R.I.P. Toboe. наши космонавты летят, I'm so sorry to hear that, Wolf покоряют I really do hope we get to pet the dogs in this, далекие and I know that I will be giving my bunnies many глубинные extra treats in вершины Toboe's honor tonight. So thank you for и that. нечто более неизмеримое
Okay, so we're Или moving now менее into day 3. измеримое, This is the first like major или day может of быть the более run. измеримое или менее Actually, I believe the shortest day of the измеримое run when быть it's done таковым. officially, Yes. which is Probably very going funny. from Возможно, the least broken day to the most broken day. такие понятия для него Yeah, so отсутствуют. ordinarily in vanilla Pikmin 3, at the beginning level, Brittany gets separated from Alf. She has to grow a bunch of yellow Pikmin, break her way out of the cave, build a bridge to reunite with Alf, and then they together have to build a second bridge to get into a cave and rescue Captain Charlie. And we're gonna do like one of those things. So first of all, here are the yellow Pikmin. We're gonna skip growing any more of them. We're not gonna get that yellow onion out of there. We're just gonna kind of go out of bounds here. So that trick is actually very, very finicky. That hill that Claris moves down is slippery, and if she kind of moves a little bit in the wrong direction, she'll just lose control and slide down the hill. Тут небольшой It's one of the такой hardest tricks to get клип, used to when you're in this выходим game. As she moves around kind of за on the пределы top of the cave, and she touches the loading zone from the back corner. игровых границ, и тут уже пошел просто дальше. Игровое пространство супер сломанное. Мы просто выбираемся в ОБ. Get to a position where she falls out of bounds, and the game's going to place her right at the exit of the cave where Charlie is. And as soon as she lands there, essentially И проходим по ОБ, мы проходим просто на, так сказать, на триггер загрузки следующего локации. Чем скипаем очень много места, очень много пространства. She moved very fast, but it's actually like a really precise bit of movement. Now, Alpha immediately charges all of his Pikmin at that electric wall because we need to get them out of his control so Brittany can successfully whistle them from across the map. And we got all of them, and there we go. They're through the loading zone, and we are about to fight the boss already. This boss can be kind of И тут такой новый тип Pikminов. The big issue with this boss is you need exactly 10 yellow Pikmin. And basically that's all мы хватаем и добираемся до очередного босса. All those yellows, and if anything goes wrong, this boss fight is basically like ruined. Oh, that's a terrible start. Yeah, speaking of, now it's you do have an extra chance, but yeah. Hopefully you don't need to use it. Oh my goodness. Two cycle. You usually want to see that boss's health go down by go down by Опа, один цикл. The fact that Claris missed that is very scary. А вот это хорошо. At the end, so we still got the fast day 3. That was excellent. That was a really good Загубили крупную дичь. Oh my god. Oh, and by the way, because we skipped the yellow onion, the cutscenes at the end of the day are much shorter, like by almost 30 seconds, something like that. Yeah, so we have no cutscene of the yellow onion merging with the others, but also we don't have yellow Pikmin anymore. We're not going to see yellow Pikmin for the rest of the run. Немножко поскипали катсцен, так как игровое прохождение немного поломанное было. Since we skip all that cutscene, so I'm just going to keep going with day 4. Day 4, we're going to do another little out of bounds trick that we're going to basically do immediately. Четвертый день. And so for the setup for this trick, Claris likes to basically not touch the camera at all, so the angle's just right for it. You can see she's going to pull her Pikmin out, and then she's going to immediately throw two of her высаживаемся в очередной день. And then so she's going to have Charlie just carry Brittany and basically position. Вот, и как видите, мы бросаем всех Pikminов и бежим по воде. Потому что Pikmины плавать не умеют, а мы можем. Pikmin сразу утонут. She runs away and then falls to the map and is deposited here. Now, meanwhile, I'd like to introduce you to a very special friend. This little fella right here, this whip-tongue bulbor, we have called Big Snacky. And he is the heart and soul of Pikmin 3 speedrunning. So, you got to see a little bit of Big Snacky there. We have to go past him right now for a boss, but, you know, that's really what makes this run. That's the reason you should run Pikmin 3. Right, Claris? И тут движемся к очередному боссфайту.
Okay, so we're coming up on the boss fight already against the sand-belching mirror slug. This boss fight has like basically 3 distinct phases that are marked Это by такой damage caps. песчаный So the mirror слизень. slug's gonna start underground, and we have to Вот, как видите, немного игровую геометрию эта арена ковыряет. И надо его немножко погрызть, а потом закидывать пацанов в яму. Okay. Sometimes this happens where your Pikmin just get stuck and don't move for a bit, and that was an unfortunate. Ну вот это уже какая-то дюна пошла. Oh well. At any rate, we're out of phase 2. The bomb rocks just finished growing, so she's gonna use these bomb rocks essentially to try to end phase 3 a little bit early. The mirror slug's gonna make a big hole and pop its head out from underground again. And ordinarily you'd have to attack it so it bursts out from the sand. But the bomb Теперь у нас пацаны достали бомбы, и мы просто закидываем в эту штуку бомбы, и они ее сразу убивают. И так как мы это делаем удачным циклом, то мы их забиваем прям, мы забиваем этого слизня прям под землей. So once again, we're blessed by our beautiful little friend here. Look at them going. No. So anyway, Claris just charged a bunch of reds at Big Snacky because she's a monster, but also because we're gonna use Big Snacky to grow us a bunch more rocks that we're gonna need for. Утопили Pikmin, чуть не утопили. So, Big Snacky is a little sacrifice for. Ну это очень странный прицел. Вот. Куда мы смотрим, туда Pikmin летят, поэтому аккуратненько. Вот уже, кстати, с бомбами вот этими, которые можно откапывать, куда больше простора для новых всяких проходов. But another thing we did was we threw a red Pikmin into the water, and that was intentional. During day 5, we're going to be deliberately throwing a few rocks into the water as part of a skip. So we threw red in the water while we're waiting. Выходим с уровня сразу, как только начало всасывать фрукт. И как видите, у нас сразу там сока добавило. Без каких-то катсцен на это самое. German and Chinese are the 2 fastest languages in this game. They say about 4 seconds over English. А на Pikmin сейчас скидочка в рознице, кстати. But the text length matters in a couple specific places, and in those very specific places, German is the shortest. Like right there, that text right there. So да, и на самом деле, вот именно вот здесь как раз мне тут объяснили, что именно на немецком вот здесь быстрее скипать текст. Именно вот в этой части игры. И это сейвит прям совсем чуть-чуть. Obviously they can fly, and that has a lot of nice uses in a speed run. I was thinking of Dave over there. So in order to allow our winged Pikmin to get on the field, so we made sure not to withdraw too many Pikmin from the onion initially, because the game only allows you to have 100 Pikmin on up to 100 Pikmin on the field, and if there's a небольшое такое. Then they end up like getting stored in the onion. Swim. Небольшой такой обуз. Заклипали мандущего и пытаемся затащить с ним. Но не очень с этим везет. Приходится перезапускать уровень. Переигрывать. Потому что
каменные пикмены подзастряли в воде. Приходится проделать это еще разок. А чтоб тут ничего не как бы... Потому что проходить это место будет дольше. Надо там всякие мосты строить, как бы пикмены еще производ не очень ходят. Тут всегда два вида пикменов, раньше было больше. Нет, тут 3 или... Вот сейчас было 3 вида пикменов. А вот тут уже и 4-е на подходе. Alright, we got there. So Alf is gonna go ahead and get bomb rocks later. Попутно укладываемся в цикл. Закидываем вот, другим командиром пикменов на кувшинку. У нас есть появились такие розовые пикмены, летающие. Right, so here's the second fruit that we're gonna get in this row. Second and last fruit. There's a plum stuck in the ground there that the wing pikmin are gonna bring over to the... I'm not actually missing a cycle. Okay. Alright, we're good then. Cool. Yeah. Тут мог быть небольшой руин, но руины не произошло. Цикл удался. No, I'm just gonna have to do without. Okay, that's fair. Okay, so yeah, that stone wall over there, like, вот это забавно. Объединение произошло. Очень хороший цикл. То есть мы сначала пропускаем по одной кувшинке один отряд пикменов с командиром, а потом другой отряд, и они воссоединяются и сразу заплывают. Yeah, the other thing the bomb rocks are good for is blowing up this wall right here, which saves more than 1.5 seconds. Yeah, I don't know the exact amount, but yeah. Yeah, so here. Oh, go ahead. All right. So here we have this person, which we're actually not going to bring back to the SS Drake, but we're going to use it as a stepping stone to get out of bounds eventually. Не тормозит от толпы на экране. Нет, потому что пастген, на СЧ пастген работает. Pretty finicky. You have to kind of toss it near the center. Очень хорошо. The game doesn't want people to be standing out. Так, вот хватаем вот это хурма. Я так, если я не путаю. Да. Кстати, кликаемся в ОБ. Забегаем просто сквозь это дерево. Ну-ка, упал. И его выкинул как раз куда надо. И варпнул сразу с кучей пикминов. Motion controls end up being a decent bit faster than just using like an analog stick to control the pointers, so they're definitely optimal, but yeah, they do have a bit of a downside like that. Yeah, there's a bit of a learning curve as well. Alright, so this. Ну, вот очередной босс-файт, тут уже у нас летающие пикмены, летающий босс. Катсценки. Вот, у летающего босса тоже какие-то свои отряды. И мы стараемся... И вот мы идем просто отряд на отряд. Рать на рать. Али, выходить, манатиму, это Батый пришел. Other captains, and then you can switch back and you can sneak up from behind and finish it off like that. And it's a very technical quick kill. But yeah, that was very good. Yeah, that was smooth. And now we're trying to bring Louis back to the Onion, and that's going to involve, or to the ship, and that's going to involve. I wish we were bringing him back to the Onion. The game would truly be easier if Louis was just Pikmin food. Yep.
So there was a bridge that was И вот мы here. завалили босса. So basically what we have to do Легчайше. now, to Легчайше. bring back Louis, we have to flip Louis through this invisible wall where the end of the bridge would have been. And it's one of the more notorious tricks in the runs. A lot of people have trouble with this one. It can be very, very Тут один трюк, потому что, короче, мост у нас не построен. This is a bit unfortunate right now. И так как он не построен, там, короче, появляется невидимая стена. Поэтому очень аккуратненько надо кликнуться. Yeah, Giselle and I both have much better luck with that strat than Claris ever has. It's pretty absurd. Everyone over there just gotta find that one wing that got away. Yeah, so Claris is gonna try to get all the Pikmin back under her control before we что? get back to the ship. Переносим все дела. The Reds that when they finish bringing these, вроде там должно остаться еще сока. Или может там фрукт. Да, там одна булька сока осталась. Последняя. Oh no, it's still the ground. Oh. Well, we're just gonna have to do without. Yeah, we'll have to make do, or maybe try to find an opportunity to grow another one in another day. Yeah, we're gonna grow a few in day 6 at least. So. Yeah, so it just told me that I'm leaving a Pikmin behind, which is not the one in the ground, because Pikmin in the ground are safe, so... И день, очередной день в этой чудесной игре закончен. Опять же, видим катсцену, как розовые пикмены, луковица розовых пикменов сливается. А по-моему, кстати, желтую луковицу мы не собрали, потому что мы ее скипнули. Ну и, возможно, она нам не очень нужна-то будет. И это 5-й день был, да, 5-й день. Осталось всего чуть-чуть, всего чуть-чуть осталось. Да, в общем-то, 35 минут. А что за жидкость в баночке набираем? Ну, мы ее уже как бы не набираем, но жрем, но по сути это сок. Мы собираем огромные фрукты, и с них мы делаем компот. Ой, блин. Ты чё? Yellows, so I had to withdraw wings separately and then the rest, or else. Это короче, сок. Alright, so this is Day 6, which features the last Pikmin type of the game, Blue Pikmin. And Blue Pikmin actually serve a really important purpose in this level. They, и на этом уровне, кстати, это 6-й день. Тут есть голубые пикмены, синие такие. And then we don't really do anything with that Pikmin for the rest of the game. A lot of the things that Blue Pikmin are good for, Wing Pikmin kind of... И, в общем-то, вот после манипуляции с ними мы... Blue Pikmin are... We'll see there is a relic of Pikmin 1 and 2. But we're already at the boss. Нам уже не нужны будут никакие пикмены в этой игре. Yeah, so we did another loading zone warp just to get to the boss there. To get all the Pikmin here. This is the Quagmire class. Дошли до босса. Это большая парнокопытная куча грязи. Once we break it, we charge the foot again to stun it once again. На которой растет какой-то фрукт-мошонка. И аккуратненько мансим пацанами. Надо побить этот фрукт. Well, she's waiting for a different cue. If she starts throwing the reds too soon, the Myroclops will shake the Pikmin off, and then you can't get this quick kill. So yeah, she
Yeah, Mike is actually away a second after Captain. И мы находим, видимо, членов прошлой экспедиции, прошлых экспедиций, как на прошлом уровне, на этом, эвакуируем их. I think Claris keeping all the best strats for herself. So now we're trying to just build this. Сразу умудряемся послать кучу пикминов на, чтобы успеть вообще все сразу сделать. I call him the crabicado because he's got an avocado inside of him, and that way it doesn't eat any Pikmin. She's gonna take out this dwarf bulb orb to grow a few more wings, and at this moment, can we have a serious time for just a bit, please? И тут немножко менеджмент идет. And that's the end of day 6. Yeah. All right, we have time for a few more donations. Очередной день подходит к концу. That was a beautiful moment of silence. We do have another snacky donation. We have $50. Какой все этаж? Там, ну, в основном у нас команда из троих. И вот мы тут еще, кажется, двоих подобрали на миссии. Oh man, we have so much love for... Yeah, Kirby is actually racing me in 3 houses on Friday, so be sure to catch that if you can. Yeah, it's gonna be a lot of fun. That sounds awesome. Yeah, we have time for another donation or two. Sounds good. We have $25 from Dev, who says, Pikmin has a special place in my heart, right next to Doctors Without Borders. Let's give some love to all these amazing speedrunners and the GDQ staff for hosting these fundraisers year after year. And we have $10 from My Hero Zero, who just says, all right, I'll bite. What's a Mario? Chat, can you help them? Can you help them understand what a Mario is? A Mario and snack? Yeah. All right. И... So we're getting into day 7 now. Осталось совсем чуть. Это 7-й день. So, day 7, we're going to Formidable Oak, so it's the last area. So the goal is just to defeat the final boss, the Plasm Wraith, and rescue Olimar to finish the any % run. And so just like day 6, so the onion menu at the beginning is going to be glitched, and как раз у нас очень удачно заменеджмент, что сока не осталось. Ну, в общем-то, нам нужен просто, чтобы не получить... Сок нужен, чтобы просто не получить гейм-овер. Он нужен, чтобы, типа, его космонавты выпивали раз в конец миссии. А так он, в общем-то, и не нужен. Для прохождения он не так важен. Главное, чтобы космонавтам было что пожрать. Такой язык немецкий, там одно место, короче, на немецком быстрее, но это типа не супер преимущество, но да, там типа один диалог на немецком, короче. We just withdrew to make the onion menu happy, pretty much, and we're just gonna leave it there so that we have fewer Pikmin colors to cycle through. And also, if anything happens, ходим уже тут этой кучкой. Целый арак пикменов. Of a new blue seeds being sprouted, we want to avoid that risk. Надо извернуться к оценке. We're gonna use wing Pikmin to get on the other side of this bag to push it, so she doesn't have to go all the way around with the captain. Yeah, it's a nice little shortcut there. And now she's gonna build part. Разблокируем один шорткатик. Not gonna take the trouble to build the whole bridge, but just enough to build the house. What? Well, that's never happened before. Забавно. Летающий враг схватил Британи. Это было опасно. Это было очень опасно. So, just absolutely here to waste our time. Alright, so Claris used a loading zone warp to get a bunch of Pikmin over here, and for now she's just gonna walk up this tree route, and
getting on top of the wall just allows us to skip a bunch of puzzles in this room. So, yeah, now like, we're out of building bounds, and bridges we're and gonna. stuff. Now we just gotta wait Небольшой until the ключик winged в Pikmin оба. carrying Olimar catch up to us, and then essentially we can just skip ahead to the end of the level. Yeah. Plasma Race is lagging way behind again. Oh my! Whoa, he. What? Is, it, Where? is there a chance it's way ahead? Well. Oh. Well. We did lose a little bit of time. Большая руина, походу. I guess it's okay though. Not too much. Тут, наверное, не очень сработал скип. Okay, I'm actually going to wait on Plasma Wraith here, because there's a chance I could walk over this and Plasma Wraith Мы will вот appear and immediately catch находимся в me. пещере. Yeah. So that's something I have to avoid. Okay, there we go. Yeah. So oh, go ahead, Giselle. Yeah, so a lot of this day is just like kind of figuring out kind of what order to accomplish things so that Plasma Brace doesn't get too close to Olimar here and just Пошел Бензут. Еще одного космонавта находим. By the way, Вытаскиваем. this is final boss, so time's coming up in just a bit. Yeah, it's gonna be very sudden when it happens. Hopefully in 20 seconds, but we'll see. Oh, I hope. So, И у нас use all these bomb rocks that were gathered up. последний босс в этой игре получается. Okay, to the Это silver and большая gold. золотая жижа. Finish it off right here. Time! There you go. Nice. Ее надо бить. GG! Yeah. So Неужели if это the Plasma Brace is able to жир? recover, Это клапа, жижа a lot more повержена. it's very, very nice to just get that at the end of the run. Yeah, and regrettably, that's just like another RNG thing. И на этом ран заканчивается. Could shake off the Чудесная игра. Жалко, я ее не прошел и все заспойлерил себе, но я надеюсь, я все равно получу удовольствие от ее прохождения. A bomb rock gets delayed and you blow up like 80 of your Pikmin. I have still finished. I've still gotten a quick kill after blowing up. I believe it was 78 Pikmin. So that was fun. Yeah, you can still salvage it. It's just, you know, Harder. It's a lot of chaos for the end of the run. But we got Ну и это Estimate. В Estimate уложен ран. Очень приятный ран. Чудесные вообще скипы. Различные клипы. Очень хорошие циклы. Очень приятно было смотреть, когда два отряда космонавтов с Pikmin встречались на одной кувшинке, попадая в цикл. Это прям классно. Это работает как часы. That was a very good run, Claris. Yeah. That's about it for us here. So, yep. Thanks for watching, everyone. Yeah, thank you for having us. I have been Shining Espion. And then Claris. And Giselle, thanks for having me. Follow us for more big snacky content. Right. Вот. И это была игра Pikmin 3 Deluxe. Wow, thank you.